Check 'em out. Check 'em out. Less of the y'all, less of the south. Too complex for the versatile. Предательство, это было просто нечто. Сеня, давай умираем, бля. Пацаны! Даня, не ори, вот просто писечку. Потому что гладиол. Друзья, всем привет с Бали! Мы с Жекичем наконец-то улетели в отпуск, но даже это не помешало нам запилить для вас немножечко контента. Наверняка вы все посмотрели уже наш фильм о Нави. Если вы этого еще не сделали, обязательно это сделайте. Чтобы его смонтировать, нам потребовалось обработать 36 часов исходников. Естественно, все туда не уместилось. Например, наш разговор с Зевсом. А Даня — это просто кладезь интересных историй и умных мыслей. Собственно, сегодня я вам предлагаю посмотреть этот самый разговор из наших секретных материалов в этом бонусном выпуске. Поехали! Ты, несомненно, символ Нави. И в 2016 году, когда ты узнал, что тебя кикают из команды, вот что ты чувствовал, как это вообще происходило? Просто сегодня смотрел выпуск Райза. Он зачитывал моменты из книги, посвящен книге. Там как раз очень подробно об этом все рассказываю. Что я испытывал? Ну, это знаешь, как холодный душ, неожиданно очень. У нас в тот момент на протяжении уже 2 лет закладывалась такая вещь, что у нас такое не может произойти. То есть, если даже теоретически такое могло произойти, оно должно было произойти по-другому. У нас была жесткая договоренность о том, что мы должны играть до конца года этим составом. То есть мы дали себе такой шанс. И ты об этом не думаешь, что такое может произойти. То есть ты понимаешь, что было еще полгода, был еще один мажор, и мы были там топ-2, топ-3 мира, была цель. И когда это просто произошло, это все очень резко и неожиданно. И я это, конечно, воспринял как предательство от определенных ребят, потому что они некрасиво повели себя. Вот. Первое время было очень плохо. Мы как раз у нас заканчивается турнир, на следующий, через день у меня вылет был в Доминикану, там мои родственники отдыхали. И я приехал, и просто у нас 2 недели было, из которой недели я был с грустным лицом, ходил вообще. Вот. И у всех, и у родителей, у всех испортилось настроение, как-то все это получилось очень резко и печально. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Могу забежать наперед, что по итогу я доволен, что так произошло. Ну вот ты как раз-таки не растерялся. Я сама помню, как на Краков мейджоре ты одержал победу в составе Гамбит. Это было неожиданно, да, там многие говорили, что вот он доказал, что там его зря кикнули, он может, он сильный, он сильнее. Насколько для тебя важна была тогда эта победа с Гамбитами? Это было просто нечто. Она невероятно была важна. Это все поставлено было на кон. Никто не знает, кроме команды Гамбит, на самом деле, что происходило. Я в книге много чего рассказываю вообще, но могу сказать, что когда мы собрали состав Гамбит, когда мы приехали на буткэмп, один из первых, у нас буквально месяц, мы поиграли, месяц-два, я поставил цель команде выиграть мажор. И у нас была установка не обращать внимания на результаты на всех других турнирах и идти к своей цели. И я не могу сказать наоборот, я скажу, это правда, мы не ехали выигрывать мажор вообще. Я был уверен, что мы его проиграем. Все, наверное, где-то, просто. Но мы год работали на максимум. Я все свои знания, весь свой опыт, все, что было. И, кстати, могу сказать, что работа с Юджином была проделана большая на тот период, которая была в Нави. Я весь опыт, весь экспириенс перенял, и тот, который мне нужен был. И он помогал в Гамбитах, я его использовал тоже. И все, система была, я считаю, очень сильная, по которой мы работали. И мы реально год пахали. Мы очень много тренировались, на самом деле.
ну, из 100% жизни 80, наверное, уходило на Counter-Strike. Постоянно. Вот, я внушил команде Гамбит, внушал, только, ну я как бы так в это и верю, что только если ты по-настоящему будешь жить КСом на 100%, как это было и в 2010 году в Нави, тогда ты не обязательно, что ты выиграешь мажор, такой чемпионат, да, но у тебя будет шанс. Вот. И у нас появился шанс на мажоре, за который мы зацепились. Ну, наверное, ключевая игра была с командой Астралис в полуфинале, где при счете 13-11 в TeamSpeak произошел такой именно момент, когда я понял, что некоторые игроки, они не находятся сейчас в адекватном состоянии, они не понимают, что происходит, они потеряли связь с реальностью. И как бы непонятно, что было делать, потому что вот все, как бы экономика у Астралис за КТ на трене уже была сильная, и там как бы, ну... И вот в 2010 году в финале на вот первом экстремастерсе, когда мы играли карту The Inferno против команды Fnatic. Это была вторая карта. И была похожая ситуация, примерно такой же. Еще только чуть ближе. Там было серии там, 13-13 в таком формате, или 13-14. И остался Сеня с Глоком 1 в 5, и он просто стоял, а все такие нервные эмоции, все там, все бурлит. Сеня, давай умираем, бля. Ну, короче, трэш. И Сеня такой, успокойтесь. Он самый такой был выдержанный в тот момент. Он такой, ребята, подышите, да, все хорошо. Мы что-то и вот он постоял около минутки, умер, и мы как бы как-то так реабилитировались и пошли вперед и выиграли. Вот была похожая какая-то история, я не знаю, как она, как-то на автомате сработала, я понял, что надо что-то поменять, и стал на респауне, начал общаться с ребятами, почему-то на них наорал, они мне в ответ сказали, Даня, не ори. Я помню этот разговор, я говорю, я не ору, ну просто настолько были накалены, вообще атмосфера настолько сильно была накалена, что мы общались, то есть надо было найти максимально быстрое решение, что-то подобрать, у нас ничего не получалось, если мы его сейчас не подберем, если некоторые игроки не вернутся обратно как бы в игру, потому что они поплыли, то все, матч проигран и шанс упущен, так сказать. И, грубо говоря, наорал на автомате, не ори, я говорю, не ору, ребята, все, и, короче, мы как-то общались, к чему-то пришли, потом поставили тайм-аут, в итоге нашифровали раунды ключевые, из-за которых выиграли, выиграли в Астралис, а потом уже собрались, выиграли финал. А как происходило твое возвращение в Нави? Возвращение, когда выиграли мейджор, Гамбиты просто, не знаю, считаю, допустили, может быть, одну из таких важных ошибок в своей жизни. Каждый, кто принимал тогда решение убрать Мишу, тренера, и тем самым, как бы, зная, что дать возможность уйти и мне, как бы, с ним, потому что я говорил, что я могу уйти с ним. Я считаю до сих пор, и тогда я считал, это неправильно было абсолютно решение с их стороны. Я думаю, ребята уже об этом как бы не раз думали. Когда они это приняли, такое решение, то параллельно у Нави происходили решафлы, им нужен был капитан, нужно было что-то делать. Мы, не помню, как там мы связались, и начали обсуждать. Они были, честно говоря, очень удивлены Нави. Потому что, команда, которая выиграла мейджор, как вообще такое, как возможно такое, что такое произойдет вообще. Я, честно говоря, был удивлен, потому что я этого не хотел. Нави для меня организация родная, с которой все начиналось, такой большой путь самый, но тем не менее я не хотел уходить ни от ребят, ни от Гамбит, и до последнего боролся, чтобы остаться. Плюс по игре я считал, что мы проделали за этот год такую работу колоссальную, что вот, мы выиграли мажор. У нас когда меня выгнали из Нави, у нас были у Нави все инвайты на все турниры. И когда я пришел в Гамбит, у нас не было вообще инвайтов, никакие турниры. Мы были топ-25 мира в рейтинге. Когда я вернулся обратно в Нави стали, по-моему, 14 место в рейтинге. Начали забирать эти инвайты, на турнир много позабирала, а у Гамбит, наоборот, были все, потому что мы выиграли мажор. И хотелось просто ездить на турниры и просто выигрывать и наслаждаться жизнью, потому что не надо было уже столько работать. Нужно было просто
работу как бы, ну, улучшать, игру улучшать, развиваться и прогрессировать. Это как бы уже не тот вклад, который нужен изначально, да. А когда я уходил в Нави, я понимал, что я прихожу в команду, которая сейчас, у которой не все хорошо. Ну, опять все по новой, Да, короче. все по новой, да. И это, конечно, ну и я, как сказать, могу себе поставить плюсик за то, что, несмотря на то, что мы выиграли мажор, несмотря на то, что я вернулся в Нави, и у меня, так сказать, я уже всем все доказал, и сам себе в первую очередь доказал, мог просто вернуться и играть, наслаждаться, но я вернулся и реально опять принялся за работу. Это второй год подряд, который мы пришлось опять впахивать. Ну, вы и да. так по чуть-чуть мы подобрались ко второму месту. И очень долго были на втором месте в рейтинге. Но так и, к сожалению, не стали на первое и не стали командой, которая признали бы лучшей в мире. Не получилось до сегодняшнего дня. Ну вот у нас есть сейчас еще один шанс попробовать это изменить. Сеня на самом деле давал очень большой буст команде, потому что это, наверное, единственный человек, который я встречал в жизни в киберспорте, который давал такой заряд. Вот он, мы его звали Нацик, потому что у него как бы безумство как в него как бы находило. То есть он как бы, вот если нас начинали херячить, это сразу, он мог сразу говорить: задумайтесь, громко задумайтесь, за родину, за страну, за всех, пацаны! Он как начинал орать, и вот это как бы безумство, ты понимаешь, что ты его не можешь остановить. Ты на него смотришь, а там такие глаза, они наливаются кровью. И у тебя выбор, либо ты сейчас как бы идешь с ним вместе, либо против него, а против него не хочется в ответ идти. Ну, короче, Сеня на самом деле давал жесткий заряд, и это очень много помогало команде, потому что в самых критических ситуациях мы реально потащили ну это так, забегая вперед, за 1,5 года Нави мы выиграли 4 чемпионата мира подряд, поставили рекорд, да, в 1.6. И очень много было турниров и ситуаций, которые мы потащили вот просто писечку. Вот, овертаймы, тот же ВЦГ финал с МТВ. На тоненького. Те же Астралис, там Зоник сейчас тренер, тогда играл. Сейчас Сеня у меня сразу вот вдогонку вопрос. Ты говоришь как раз о том, как он бурно реагировал, да, как он вас настраивал. А вот эта его тирада в адрес игрока СК, которую он выдал прям вот в эфире. Сосать уроды сосать. Да, вот это вот. Стыдно вам, может, было? Или как-то вы за голову схватились, типа, что ты несешь? На самом деле стыдно вообще не было по той причине, потому что мы это наблюдали постоянно. Ага. Но просто он это не показывал на публику. Ну, конечно. Да, ну как бы немножко, мы поржали просто с этого. Это было очень смешно, потому что я, будучи капитаном, понимал, что он взял раунд, который нам ничего не дает, ни победы. Он просто взял один из раундов, а у них уже ничья. Там счет был 15-11, станет 15-12. Скорее всего, за атаку на Инферно в той ситуации, ну, большая вероятность, что надо, короче, еще, чтобы чудо, еще, чтобы кто-то там убил 4, он же раунд там взял 1-3, 1-4 какой-то сумасшедший. И выбежал, заорал. Да, типа, давай орать. Да. И я понимал, что, но он для него настолько вот это вот важно, может быть, ему даже было не важно победить, но он доказал им, что как бы просто так его не возьмут. Может быть, Сеня в этот момент находится на самом деле действительно на каких-то боевых действиях, на войне, Да. и у него как бы на него наступают, и ему надо как бы отбиться, и вот как бы выжить. И он выжил, пускай как бы команда даже может проиграть, но он отстоял свою точку, он отстоялся, да, то есть вот это самое главное. И не знаю, я думаю, что большинство КС-комьюнити в тот момент как-то понимали, да, его? Понимали, да, поняли ситуацию, но из этого получилось много мемов, и это просто на всю жизнь теперь осталось. Но смотри, сейчас вот в наше время, в нашем киберспорте нынешнем, за это могли бы последовать огромные санкции какие-то, да, там от организаторов, от разработчиков. Тогда не было последствий у него? Могли какие-то легкие быть, но официальных не было. То все. Официальных не было. Я ж начинал с давних времен, я наблюдал, проходил те времена, когда не то что последствия, были драки после игр возле клубов. Расскажи об этом. Играли команды, там кто-то там что-то кричал постоянно, крики были постоянно просто. Я сыграл в возрасте там 15, 16, 17, 18 лет, вот в Харькове, наверное, турниров там
200. Постоянно их играл. Это турниры, которые там 3-3, 2-2, 4-4, это дворовые, это в каких-то районах. Под пивасик. Это под пивасик, да, то есть и там постоянно были какие-то качели, какие-то крики, драки. Ну, это я все это проходил, это сейчас это, конечно, вообще по-другому. Слушай, ну а вот было такое, вот в те времена, когда вот эти турниры под пивасик проходили у вас, что вот вы выиграли турич, и вас просто на районе начинают прессовать гопники, что типа гоните бабки ваши призовой. Я помню историю, которая произошла в Донецке. Мы после турнира нас всех пригласили в гости там в квартиру. Мы приехали. Там была команда из Днепропетровска, Палмашеры, кстати, они там назывались тоже. Была наша команда, просто какие-то еще ребята. И приехали человека 3 вот донецких местных чуваков. И они ходили по комнатам, где были наши вещи личные, и рылись в наших вещах, забирали. Там, я помню, у меня плеер появился, CD. Там, это было типа круто. Крутой. Да, и он у меня был спрятан, я просто выхожу, смотрю, и какой-то чувак, мужик, ходит в моем плеере, музыку слушает. Я вообще, будучи малым, говорю, слушай, ну, что ты делаешь? Да успокойся, сейчас музычку послушаем, все отдам, что ты кипишуешь? Ну, в таком формате. В итоге я за ним ходил следом, за этим чуваком. Он понял, что я от него не отстану, как бы, что за мне плеер. А у товарища, который был с нами, у него телефон забрали, украли. Ну, вот были разные истории. Это просто так навскидку. Ну, да. Как бы бывало, но... Пример отношения твоих родителей к тому, чем ты занимался всегда, это скорее уникальный случай, потому что в основном, конечно, родители в целом против. А насколько это повлияло на твое становление как спортсмена? Ну, родители вообще на самом деле очень ключевую роль сыграли в моей жизни, потому что я считаю, что у меня не очень мудрые люди, дальновидные в первую очередь. Папа у меня очень такой, он как бы реально, у него очень сильная интуиция, и он примерно лет на 10 так прикидывает, и он видел, что киберспорт только начал развиваться, а уже хайп вокруг него был большой, и он понял в какой-то момент, что за ним будет будущее, вот, и, ну, как бы, понимаешь, тут ситуация такая, что у нас в стране, да, это, скажем так, открыто уже на протяжении, там, 20-30 лет, да, есть проблемы не с образованием, а с возможностью хорошо работать по своему образованию. Вот. И идти учиться в институт в тот период, и непонятно вообще, что там тебя будет ждать, где ты будешь работать, и вообще за адекватные какие-то деньги, ну, как бы мы понимали, что просто нету смысла это делать в тот период. А идти, вот, играть, двигаться по этому направлению, когда ты уже, там, тебе 18 лет, пускай ты иногда, но ты там можешь заработать какие-то там $100 в месяц, там, и ты видишь, что там по чуть-чуть это развивается, и, может быть, в будущем как бы идет прогресс. И главное, что мне это очень нравилось, безумно нравилось. Мне вообще в Counter-Strike пошел, было очень много и других игр. Да. Был Quake, был StarCraft. Почему Counter-Strike? Потому что мне притягивала командная работа. Вот то, что мы с пацанами вместе общаемся, обсуждаем, играем, помогаем. Вот этот весь процесс, мне он изначально очень понравился. Вот он меня затянул. Мы улетели на этот остров, чтобы отдохнуть от стресса, от шума, от постоянных съемок, монтажа и, конечно же, немного от киберспорта. Но у нас не получилось, потому что прямо сейчас все наше внимание приковано к берлинскому мейджору по контре. Что я поняла? Пялиться в экран телефона и следить за трансляцией на стриме — это даже близко не стояло с тем, когда ты находишься на стадионе, слышишь рев толпы, вот этот гул голосов фанатских, когда ты находишься в атмосфере всего этого, видишь все это своими глазами. Так вот, я могу вам это устроить. Мои друзья, Omen by HP, официальные партнеры Blast Pro Series Moscow, подогнали мне 3 билета на главное событие этой осени. Конечно же, я решила их разыграть. Для того, чтобы заполучить билет, вам нужно быть подписанным на канал Миссис Марпл и в комментариях под этим выпуском написать, как вы познакомились с каким-то человеком в контре. Этим человеком мог быть ваш новый хороший приятель, это могло быть началом действительно настоящей дружбы, а у кого-то, может быть, отношения так завязались. В общем, любая история, которая как-то связана с вашим знакомством с человеком внутри этой игры, она подойдет. Почему я придумала для вас именно такое задание? Да потому что билет, который вы выигрываете, он действует на 2.
троих. И мне кажется, это отличная история для того, чтобы как раз-таки после вот такого рассказа того самого товарища позвать с собой на турнир. А может быть, кого-то другого, может быть, маме своей показать. Смотри, мам, как классно посещать такие большие крутые мероприятия. И сейчас внимательно. У вас будет ровно 2 дня с момента релиза этого выпуска. После этого мы конкурс закрываем и беспристрастно выбираем 3 счастливчиков. Поспешите, Blast не ждет. Твоя дочка понимает, чем занимается папа? Ну, последний вот год, да, начала понимать понемножку. Смотрит? Ну, как бы, она когда у родителей, да, там, папа смотрит, там, или брат, какие-то матчи, он говорит, вот папа играет. Ну, в школе, допустим, там, она кому-то сказала, ей сказали, не верят, там, вот. Что папа Зевс? Да. А я когда-то делал там такие, как чехлы на дневник, там еще с моей фоткой. Вот. И она вот с этим пришла в школу, и типа, это мой папа, начали сказать, что это все вранье, ну такое. Ну вообще как бы начинает вот взрослеть по чуть-чуть, больше понимать, да, она там уже где-то кому-то заявила, вот мама сказала, что типа мой папа Зевс, там, что-то начинает понимать, ну, не знаю, Классно. посмотрим. Твой брат, он футболист. Есть у вас какое-то внутреннее соперничество? Какие у него вообще успехи? Наоборот, у нас такая взаимопомощь была всегда и поддержка друг друга сильная. Ну, у него была мечта стать футболистом, выиграть там Лигу чемпионов, то есть такая мощная, большая, да, мечта. И я для него был примером, старшим братом, у нас разница 7 лет, который вот выиграл чемпионаты мира, да, и я ему всегда все свои знания, опыт, которые мне помогали выигрывать, я ему всегда делился с ним и искренне хотел, чтобы он стал там великим футболистом. Но он выиграл чемпионат Украины по молодежке. В принципе, он выпускник Металлиста из Харькова. Насколько я знаю, за 15 или 20 лет от последних он единственный, который выиграл чемпионат Украины за молодежку. За другой клуб, за Зарю. Но тем не менее. И выиграл еще другие турниры какие-то украинские. То есть у него там есть кубки, тоже медали. У нас вот дома есть это, как это Зал славы. называется, зал славы. Ну, да. Висят медали, короче. Вообще вот на самом деле раньше в Counter-Strike всегда давались медали. Вот на всех турнирах. Сейчас почему-то дают их в Counter-Strike. Ну, я говорю турнирам, почему вы не сделаете на всех турнирах медали, это же память, ты же вешаешь, это круто. Ну, в игре, понятно, да, это медалька, а именно в жизни, чтобы она была. Потому что я вот приезжаю к папе в гараж, его еще никто не видел, он там его оборудовал, очень круто на самом деле. Там в рамочках висят такие футболки, Нави, первая футболка вообще Нави самая. Есть потом вот одна из там последних, Гамбиты там висят, там Богдана там висят футболки. И наши вот кубки, медали, ну там много, там такие прям, если их собрать, там целое жмение. Ну, Богдан буквально вот до последнего он бился, но у него травмы, к сожалению. И вот у него была ключевая такая сильная травма. Сделали операцию, и после этого мы как бы с ним поговорили, это было очень сложное решение, мне очень жалко его было, потому что это была его мечта, жизнь, цель, все на кону было. То есть футбол. Ну, и понял, что как бы от вот этой вот цели, мечты мы отказываемся. Слушай, я вот сейчас приехала к тебе в Харьков и понимаю, что в Харькове на самом деле у меня столько знакомых из киберспорта, то есть здесь действительно базируется достаточное количество игроков, профессионалов, звезд. А с чем ты это связываешь? Почему их здесь столько? Потому что гладиолус. Мне кажется, потому что реально в Харькове зарождалась такая вот настоящая геймерская тусовка вот в 2000-х годах. Были реально легендарные клубы компьютерные, там, харьковчане, не знаю, там, Киберсити, БД, ну и много других. И туда приходили реально не ради денег, не ради ничего, а просто вот тусня была такая геймерская. И эта тусня была, в ней крутились, я считаю, интересные личности. Ну, я думаю, наверняка большое количество твоих воспоминаний вошло в твою книгу. Я тебя вообще хочу поздравить с тем, что она у тебя вышла наконец-то. Это большая работа. Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову идея вообще ее написать, да? Как это происходило, сколько времени ты работал над ней?
На самом деле, вот именно первый такой жесткий сигнал произошел как раз, когда выгнали из Нави в 2016 году. До этого были мысли, не было времени. То есть я готовился, я думал, почему? Две причины. Первая, потому что я видел вообще в СНГ и даже в мире то, как готовятся команды, то, как они вообще, ну, как они все это видят. Мне казалось, что я могу дать некие инструменты для подготовки команды, там, для того, чтобы там, победить там, на чемпионате мира, да, на дистанции. И опять-таки сократить время для них, для этих команд, для этих игроков, для того, чтобы они добились этой цели. Это первое. Второе, на самом деле, это то, что у меня в жизни почему-то так получилось, вот с самого детства все время происходили какие-то ситуации постоянно, просто какие-то то смешные, то грустные, какие-то расклады, то какие-то драки, то какие-то кражи, ну постоянно то какие-то кики, ну вот все вот так вот вперемешку, и их навалилось столько много. Может быть, как бы я такой человек, вечно что-то как-то, не знаю, где-то суетился. Мне хотелось как бы о них рассказать, особенно когда в Нави эти истории происходили, когда вот первый состав, ну, я там рассказываю, там, китайский загул, там, и так далее, там много чего интересного. Ну, это было ржачно, это было так интересно, мне хотелось это все поделить, и хотелось это запихнуть в одну историю. Но я понимаю, что если взять вот эти интересные, реально прикольные, крутые истории и параллельно добавить всякие лайфхаки, там, всякие инструменты, всякие там знания про КС, все это совместить, это получится, я думаю, это получится круто, это получится интересно. И я перед тем, как выпускать книгу, да, то есть анонсировать, дал где-то 15 людей, из которых там 50% знают, что такое киберспорт, 50% не знают. Мне было очень важно узнать мнение человека, который не знает, что такое киберспорт, как вообще, ну, то есть, какое отношение, что вообще такое он почувствовал после прочтения книги, потому что, ну, там, типа, много деталей, турниры, КС, он ничего не знает, к примеру. И, ну, в основном все сказали, что книга читается очень легко, интересно и все круто, если в двух словах. Вот, поэтому, ну, я так послушал одних, вторых, третьих, я говорю, точно интересно, 100%, может что-то поменять, там где-то как-то что-то, говорю, там спортсменов спрашивают, профессиональных, говорю, а вам что-то, говорит, ну, есть вещи, которые действительно даже там, мы о них не думали, они реально там могут пригодиться. Там есть где-то 40 страниц, посвященных там совету игрокам. Вот, ну, во всем вообще, там питание, режим, подготовка, настрой, ну вообще все. Ну, короче, все мои знания, весь мой опыт я хотел запихнуть в эту книгу. Я не могу сказать на 100%, что, как я вижу через 10 лет свою жизнь, но я могу сказать, что на ближайшие 2-3 года я вижу четкую связь себя с киберспортом. Даже если я не буду играть, уже сейчас есть определенные там, задумки, проекты, которые после завершения карьеры как игрока я хочу реализовать. И одна из этих задумок это связано с самой профессиональной академией в мире. Вот, без всякого пафоса, но это такая, где-то там вдалеке сидит у меня новая там, цель, мечта и новый такой интерес. А через 10 лет не знаю, можно сказать.